Здравствуйте, я Виктория Папшева и добро пожаловать в мою творческую комнату. Представьте, что на вашей одежде нет ни одного кармана, как в традиционном японском костюме кимоно. Так в Японии появились коробочки инро. Они подвешивались к поясу и применялись для хранения мелких предметов: кисточки для письма, туши, личной печати, лекарств и денег. Делались такие коробочки из бамбука, слоновой кости, дерева, украшались росписью, инкрустировались камнями и перламутром и покрывались лаком. И сегодня мы с вами будем делать коробочку инро из полимерной глины. Для работы я выбрала полимерную глину с эффектом металлик. Раскатываю пласт толщиной 2 мм. Беру текстурный лист и протираю его влажной салфеткой, чтобы при работе он не прилип к глине. Кладу штамп на глину и прикатываю его скалочкой. Снимаю текстурный лист. На глине появился красивый рисунок. Из этого пласта глины вырезаем полоску шириной 3,5 см. Затем мне понадобится металлическая трубочка. Вместо трубочки можно использовать маленькие пузыречки от лекарств, стеклянные колбочки. Главное, чтобы эти предметы были изготовлены из материала, который не расплавится при термической обработке. Это может быть стекло, металл или дерево. Оборачиваю полоску глины вокруг трубочки. Делать это надо очень аккуратно, чтобы не повредить рисунок. С помощью силиконовой кисточки заглаживаю стык, делаю его незаметным. И прямо на трубочке отправляю деталь запекаться. При запекании строго следуйте инструкции на упаковке той полимерной глины, из которой лепите. После запекания ждем, когда глина остынет, и снимаем деталь с трубочки. Задача эта не из легких, придется приложить усилия. Ну вот, наконец я справилась. В результате у меня получилась полимерная трубочка. Из пласта полимерной глины толщиной 2 мм вырезаю полоску шириной 1 см. И также оборачиваю ее вокруг трубочки. Заглаживаю стык силиконовой кисточкой. И после этого отправляю запекаться. Когда глина остыла, снимаю деталь с трубочки. Эта деталь станет крышечкой. Из пласта полимерной глины толщиной 2 мм при помощи люверса вырезаю 2 кружочка. В центре каждого кружочка с помощью маленького люверса делаю отверстие. На внутреннюю сторону полимерной трубочки наношу фимогель и вставляю кружочек с отверстием. Это будет донышко коробочки. Те же самые действия выполняю с крышечкой и отправляю детали коробочки на повторное запекание. Из пласта полимерной глины толщиной 1 мм вырезаю полоску шириной 7 мм. Наношу фимогель на внутреннюю поверхность коробочки и располагаю полоску полимерной глины внутри коробочки таким образом, чтобы часть полоски, примерно 3 мм, выходила за пределы ее стенок. Хорошо прижимаю полоску к стенкам и заглаживаю стык. Благодаря этой детали крышечка будет плотно закрываться. Отправляю коробочку на повторное запекание. Глина запеклась и остыла. Можно посмотреть, как это работает. Все замечательно подходит. Коробочку можно закрыть и открыть. Чтобы убрать все неровности, детали коробочки нужно отшлифовать. Я это буду делать с помощью автомобильной наждачки разной зернистости. Начинаю с самой крупной. Перед шлифовкой смачиваю лист наждачки водой. Я шлифую только крышечку и донышко коробочки. Участки с рисунком шлифовать не стоит. Затем беру наждачку помельче и самую мелкую. После шлифовки все детали необходимо промыть водой. Теперь мне понадобятся 4 круглые формочки разного диаметра и пласт полимерной глины толщиной 1 мм. Диаметр самой крупной формочки должен быть чуть меньше диаметра крышечки и донышка коробочки. Из пласта полимерной глины вырезаю по 2 кружочка каждого диаметра. Этими кружочками я буду декорировать крышечку и донышко коробочки. Наношу фимогель на дно коробочки и приклеиваю кружочки, начиная с самого большого. В середине кружочка делаю отверстие. Затем беру кружочек поменьше
и так далее. В центре каждого кружочка делаю отверстие. Вот что у меня получилось. То же самое делаю с крышечкой. И когда все готово, отправляю детали запекаться. После запекания жду, когда глина остынет, и приступаю к тонировке. Прокрашиваю участки коробочки с текстурой. Краска должна заполнить углубление. Жду, когда краска подсохнет, и стираю лишнее влажной салфеткой. Краска должна остаться только в углублениях. Теперь приступаю к тонировке декоративных элементов на дне и крышке коробочки. Пальцем беру небольшое количество краски, излишки ее оставляю на листочке бумаги и полусухим пальцем наношу краску на выступающие элементы декора. Жду, когда краска высохнет, и покрываю коробочку глянцевым лаком. Наношу первый слой, жду, когда лак высохнет, и наношу второй слой лака. Лакирую коробочку только снаружи. Внутренние части покрывать лаком не стоит. Жду, когда лак полностью высохнет, и приступаю к сборке. Вощеный шнур складываю пополам и вставляю его в отверстие на донышке коробочки. Затем нанизываю деревянную бусинку и завязываю узелок. Теперь вставляю вощеный шнур в отверстие с внутренней стороны крышечки и нанизываю на шнур деревянную бусинку. Разрезаю вощеный шнур посередине и на концах завязываю узелки. Вставляю конец шнура с узелком в металлический концевик. Внутрь концевика капаю суперклей, чтобы зафиксировать в нем шнур. То же самое делаю со вторым концом шнура. На один из концевиков надеваю колечко. На колечко вешаю карабин. Надеваю колечко на второй концевик. Застежка готова. Кончики шнура прижигаю спичкой. В результате получилась вот такая интересная коробочка с открывающейся крышечкой. И ее можно носить как украшение. Можно даже положить что-то внутрь. Например, кусочек ткани, пропитанный ароматическим маслом или духами. По такому же принципу можно сделать коробочки и с другим декором. Стоит только проявить фантазию. В общем, экспериментируйте и творите. А если вам понравился этот мастер-класс, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Ведь впереди вас ждут новые мастер-классы. До новых встреч!